Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия вам и прекрасного настроения. Надеемся, это видео даст вам вот эти мотивы и желания творить добро и красоту, поддерживать красоту и жизнь вокруг нас. Когда смотришь на эти чудеса природы в виде крылатых созданий, то всегда исчезают разные мысли в голове. Тело в это время расслабляется, и полностью входишь в состояние легкости, радости, счастья. Необыкновенное такое состояние. И не надо никаких для этого медитаций и настроев. У нас, авторов канала, у Раисы Горяченко и Александра Вулика, есть возможность круглый год вот так заряжаться позитивной энергией от разных птиц, которые обитают в нашем районе, возле нашего дома. А мы живем в городе Измаил, на юге Украины, на юге Одесской области. Вот это в августе, смотрите, облет птиц, живущих недалеко от нас, в плавнях реки Дунай. А вот бесшабашные сороки, которые совсем не боятся наших кошек и собачку. Они нагло вытаскивают из тарелок самые вкусные кусочки кошачьей еды. Если не уследишь, кошки могут остаться и без еды. Уже несколько лет прилетает к нам мудрая старая ворона. Она все время прилетает на хоздвор и просит еду. Она стучит клювом в ветку дерева или же трубу виноградной беседки и не улетит, пока не получит кусочек белого хлеба. Для нее Александр Федорович всегда припасает кусочек белого хлеба, чтобы покормить эту ворону. Кар, так мы ее называем. Кар прилетела 3 года назад с раненой лапкой. Она долго сидела на ветке дерева и редко выдавала свое красивое кар. Мы поняли, что она не может летать, но просит еду. И поняли, что тяжело добывать ей сейчас и двигаться, и стали ее подкармливать. И она с удовольствием стала вот эти кусочки еды принимать, и так вот потихонечку, это было как раз весной, уже были листочки, и вот она жила на одном старом дереве, и так она оклемалась, и до сих пор она тянет ножку, конечно, но всегда прилетает утром на завтрак. Единственное, что она не прилетает, это когда начинается вот высиживание в гнездах вот этих маленьких птичек ворон. И, видимо, она как бабушка там наблюдает за своими внуками. Вот этот период ее нет, а всегда она прилетает утром на завтрак. Иногда даже и вечером. В 2021 году зимой прилетели во время снежного циклона семейка диких голубей. Тогда были папа, мама и их ребенок. Он был поменьше, и было видно, что это их ребенок. Они его отгоняли постоянно. А в этом году мы насчитали на днях уже 17 штук диких голубей. Их кормим во дворе вместе с другими птицами. Здесь и семейка грачей иногда прилетает, когда засыпает снежком все везде вокруг. Прилетают, и также мы их называем шпаки. Ну, не знаю, как их называют орнитологи. В нашем районе вот их так называют, эти птицы. Ну, а завсегдатаи у нашего дома это воробьи и синички. Весной, летом и в первой половине осени все это пернатое братство трудится в саду, на огороде, собирая разных вредителей. А как начинаются холода, у нас у дома организовывается птичий общепит. В прошлые годы мы для кормушек использовали 6-литровые бутыли от воды, а также был у нас такой декоративный фонарь, мы его тоже, домик такой, приспособили для кормушки. Уже в 2021 году мы поняли, что кормушек у нас мало будет. Синички, наши старые приятели из прошлых лет, в августе и сентябре 2021 года
привели все свои семейства. Когда-то было всего-навсего у нас 5 синичек прилетало, где-то года 4 назад, а вот сейчас очень много их. Вот они привели все свои прекрасные семейства, шумные такие. Их стало намного больше. Мы с Александром Федоровичем из оставшихся обрезков поликарбоната смастерили 2 новые просторные кормушки. Разместили их так, чтобы туда не могли забраться кошки. Поэтому укрепили столовые домики у железных труб стоек, беседки у южной стороны дома. Домики имеют крыши и 2 стенки с западной и северной стороны, чтобы туда не дул сильный ветер и не попадали осадки в виде дождя и снега. Кстати, очень интересная информация, надеюсь, вам она будет полезна. Одна пара синичек, то есть папа и мама, обслуживают в течение сезона 40 плодовых деревьев, собирая на этих деревьях всевозможных вредителей. Вот посмотрите, как красиво снимает тлю из побега розы синичка, труженица. А может, это папа синичка-труженик, ведь за сутки летом папа синичка кормит одного птенца больше 300 раз. То есть 300 вредителей в сутки исчезают из нашего сада вот летом благодаря одному папе синичке. А мама синичка, когда птенцы все вылупились из яиц, точно столько же раз мчится в наши сады, в лесопосадки, чтобы собрать такое же количество вредителей и занести накормить малышей. 2 раза в год, весной и в начале лета, самочка высиживает яйца первой кладки, и будущий отец носит ей постоянно еду. Потом, когда мама-синичка будет высиживать следующую партию яиц, вот этот заботливый папа, синичка, заботится не только о вылупившихся и уже требующих еду детях, но и о самке. Он обязательно ей приносит еду. Представляете, насколько в этих семьях прекрасная гармония и взаимопонимание. В холодное время года вредителей практически на деревьях, на кустарниках уже нет. Тем более, что большую часть этих вредителей синички-труженицы уже собрали в теплое время и съели. Кстати, запасов на зиму они не делают. Вот такие эти птички. И у санитаров наших садов начинается вот сложный период. Поэтому мы со середины осени начинаем подкармливать синичек. В основном у нас обитают большие синицы вот с таким желтым животиком, белыми щечками красивыми и черной головкой. Крылья у них также очень красивые, перышки на крыльях, имеют серовато-голубой оттенок, а спинка оливкового такого цвета, иногда темно-синего. В прошлом году появилась у нас семейка синичек-крох, таких маленьких крошек, лазаревки. А в этом году их уже больше. Семья пополнилась ребятами, и они такие красивые. Вот эти голубые шляпки, эти крошки в этих шляпках чаще прилетают и радуют нас своим видом и своим трудолюбием. Кормим синичек сырыми семечками подсолнечника и несоленым свежим салом. Пробовали им подкладывать другие семена, вот тыквы, дынь, сухофрукты. Не понравились эти продукты пернатым друзьям. Семечки сырые – вот это любимое лакомство синичек. Как только начинаются морозы, покупаем сало и привязываем его снова же на беседки. Несоленое сало помогает синицам очень быстро набрать необходимую жировую прослойку для сохранения тепла в этом маленьком крошечном тельце в перьях зимой. Есть у нас еще постоянные пернатые жители. Это воробьи. Всегда веселые и шустрые, шумные и, конечно же, нагловатые. Мы для них покупаем пшеницу и пшено. Иногда получается еще и прикупить риса.
Но они, наклевавшись зерна, спешат в кормушки, где всегда есть сырые семечки подсолнечника. Часто располагаются в кормушке до того момента, пока полностью не наедятся. Синички поругают своего пернатого собрата и терпеливо ждут, когда воробушек улетит из кормушки. Мы бережно относимся к воробьям. Это, кстати, единственная птичка, которая поедает вот этих новых вредителей, вонючих клопов-черепашек. Много раз наблюдала, как они догоняют, потом разбивают на части и съедают вот этих неприятных вредителей, которые уничтожают в августе месяце и в сентябре очень много овощных, плодовых и ягодных растений. Воробьи поедают и множество других вредителей сада и огорода. Когда-то китайцы истребили полностью семейство воробьев, считая, что они много съедают зерен риса на их полях. А когда через пару лет орда вредителей уничтожила все абсолютно растения риса и другие растения, китайцы покупали уже за валюту по всему миру этих птичек. Так они вернули птиц в свою страну и теперь бережно относятся к своим пернатым помощникам. Есть еще очень интересная информация, которую я нашла. В Лондоне воробьи занесены в Красную книгу из-за того, что этих птичек осталось здесь очень мало. Кстати, после Чернобыля в нашем регионе пару лет была абсолютная тишина. Все птицы пропали, погибли, в том числе и воробьи. И какое счастье сейчас, что в нашем Придунайском крае такое разнообразие птиц. Летом заливаются трелями соловьи, кукушки не перестают куковать май и июнь. Хор птичьих голосов не стихает летом даже ночью. Жизнь природы восстанавливается. И наша задача – эту жизнь поддержать двумя способами. Летом не использовать ядовитые химикаты в садах и огородах, чтобы не травить птиц, а зимой только подкармливать этих крошечных пернатых помощников, делающих большое важное дело. А подкармливать синичек нужно сырыми семечками подсолнечника, различными орешками, то, что есть у кого, несоленым салом. А воробушек и диких голубей, и грачей мы подкармливаем пшеницей, пшеном, рисом. Давайте же все вместе поможем нашим крошечным пернатым помощникам. Тем более, что сейчас затягиваться будет зима, им очень сложно. Они уже устали от зимы, от холодов, но нужно выдержать еще вот эти 2 месяца, почти 2 месяца, которые будут холодными и не будет возможности находить вредителей у наших помощников. Вот, а они уже весной, все наши пернатые, крошечные и чуть больше птички возьмутся за свои прямые обязанности, за сбор вредителей в наших садах и огородах. На этом мы завершаем сегодняшний спецвыпуск. Прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Всего вам самого-самого доброго и до новых встреч на нашем канале.